Приветствую, друзья! Евгений на связи. Сегодня будем играть в новый кастомный уровень для Tomb Raider 10. Это будет уровень A Postcard from Malta от создателя уровней Сабату. Уже проверенный автор уровней. Мы уже в его уровне играли, и он довольно качественные уровни делает. Это уровень не совсем обычный, он, насколько я понимаю, будет без врагов, просто именно как такая бродилка и с пазлами, то есть такой, можно сказать, мирный уровень. Не знаю, я его выбрал просто потому, что хотелось что-то немножечко попроще, покороче, потому что сейчас как бы и работы много, такой период не самый простой, и поэтому даже видосы на канал не успеваю делать. И сейчас еще завязался на еще один проект совместного клипа с Фортосом. Так что времени как бы на все в обрез. И поэтому решил взять уровень поменьше, чем я обычно беру. Ну, посмотрим, насколько он реально будет маленький. Вроде как по характеристикам был заявлен как небольшой. Это мы сейчас проверим. Так, значит, что тут у нас по завязке? Значит, первое, что сделаем, проверяем. Ambient Occlusion выключено. Автор уровня просил его в аннотации выключить, что он так лучше выглядит. Хорошо, так и сделаем. Тут у нас вроде все как бы нормально. По завязке уровня Лара отправляется у нас в отпуск на Мальту. И там сталкивается с тем, что ей нужно подать завтрак Вернеру фон Крою. И что-то пошло не так. Как-то так звучит завязка к этому уровню. Ну, сейчас посмотрим, что-то могло пойти не так. И что за опять очередное приключение Лара втянулась, будучи в отпуске. Ну, насколько мы знаем Лару, она на себе везде приключения найдет, даже в отпуске. По скриншотам такой достаточно красивый уровень мне показался. И тем более сейчас лето началось, жара наконец-то пришла. И я думаю, как раз это сейчас будет в тему. Отдохнем немножечко на югах. Holiday in Malta, not with Werner. He asked for breakfast donuts. Oh, maybe one day he'll vanish in Angkor Wat, or inside some orange planet. For now, I'll head into the city and let the universe tidy him away. Забавно. Лара тут пошутила. Так, я так полагаю, это типа наш, гостиничный домик, где Лара отдыхает на Мальте, прямо на берегу. Ой, и лодочка есть, сейчас, видимо, дадут покататься. Ну, что-то меня так немножечко припугнул размер этого уровня, судя по тому пролету камеры, по которому вот сейчас вот показывал нам уровень. И он показался не таким уж и маленьким. Что-то, мне кажется, халва. Берем. Что это такое? Это хоть две мальтовские халвы. О, даже иконки сохранения и загрузки поменял Сабату, как бы такая пленка для фотоаппарата, символизирующая отпуск, я так полагаю. Твою мать, это Maltese Coins, это что за это такое? Это мальтийские монеты, 20 штук надо найти. Я надеюсь, это не обязательная активность. Забавно. Так, ладно. А это вроде как использовать можно, но непонятно. Плита огромная с духовкой. Обеденный стол. Так. Тут у нас, походу, больше ничего нет. Телек. Так. Такой, в принципе, домик небольшой. Все есть. Однокомнатный, но прикольно. Ха, Лара прям очень токсично. Так, сильные потоки. Ага, то есть это нам намекает на то, что далеко лучше не заплывать, да? Ладно, к лодочке мы сейчас вернемся. Или... Ну, вот мы так сразу и...
Сразу соскользнули. Я хотел домик обойти, а тут и что-то пошло не так. Мы, кстати, залезть на него не можем, вот если вот с этого вот... Высоковато, да? Так, а если с другой стороны? Непонятно, наверное, тоже высоковато, но там хотя бы вроде как можно на что-то встать. Ну-ка, если мы здесь вообще... Вот... Тут мы вообще хрен залезем, да? А если вот здесь? Ну, в принципе... Нет, так мы тоже не залезем. Хотя вроде стоять здесь можно. А как же тогда? А, можно на лодочке, наверное, подплыть, кстати. Или вот как-нибудь тут с разгончику, так и с поворотом. А давайте-ка попробуем. Так. Ну, с моим таким темпом я чувствую, если да, этот уровень небольшой, он все равно окажется большим. Нет, тут мы такой, конечно, мы поворот хитрый. Ладно, давайте лодочку возьмем и посмотрим, как нам вообще с этим уступчиком там быть. Хотя нахрена он нам вообще нужен? Ладно, главное, чтобы на лодочке дали поплавать. Раз уж у нас здесь отпуск. А чё не? А чё за фигня такая? А нахрена тогда лодку ставить, если на ней поплавать нельзя? Жалко, жалко. Ну и хрен с ним. Так, а если мы отсюда попробуем на домик забраться, тоже нет? Вот блин. Что-то мне все-таки тут уступ покоя не дает. Так, давайте-ка... Так, то есть вот так... И тут... По-хорошему, кстати, можно там на крышу дома-то залезть. Там потому что уступ самый высокий получается с этого... Единственное, что тут надо тогда разобраться, как нам... Как бы тут нам так вывериться? Может, прям совсем в упор подойти? Ну, почти, кстати. То есть мы, в принципе, можем, наверное... Так, это мы слишком. Почти. Во! Так, если мы сейчас в самую высокую точку встанем, мы, конечно, сможем. Или нет? О как. А чё тогда? А нахрена тогда? А, вот так, опять без альта, опять этот фокус со времен первой части. Что-то так... Ой. Что это было за звук страшный такой? Звук, кстати, шагов по черепице очень классно сделан. Но звук был такой, как будто в доме что-то открылось, какая-то, может быть, тайная комната, хотя вряд ли. Так, это у нас что такое? Это, значит, у нас медная мальтовская монета. Ну, это, я так полагаю, это чисто, видимо, здесь коллекционный какой-то предмет. Так, да нет, тут ничего не открылось. Да тут особо и нечему открываться. Здесь... стены уже... Так, там у нас... Мостики, и как раз вглубь острова дорожка идет. Но я пока туда не хочу. Давайте занырнем, что ли? Может быть, мы тут что-то найдем? Мальта, Мальта, Мальта. Жара, хорошо, рыбки плавают. Интересно, надеюсь, пираний здесь не будет? Так, тут у нас что-то.
Какая-то расщелина. И можно спокойненько поплавать. Так. Но это же не просто так сделано, да? Тут должен же быть какой-то смысл. Сейчас надо будет не забыть всплыть, потому что иначе... Ныряем опять. Нет, тут что-то, по идее, должно быть. Иначе нафига это все это... О, ну-ка. Еще монетка. То есть это не обязательная опять зона. То есть получается, по всему острову вот такие типа полускрытые местечки будут, где распиханы эти монеты, и мы должны будем их как бы вроде собирать. И это типа, видимо, секретная побочная активность. А в чем тогда основная активность? Завтрак Вернеру принести? Ну это, конечно, что-то как-то это... Давайте попробуем сплавать подальше. Тут нас предупреждали о каких-то потоках. Ну да, нам, я смотрю, здесь далеко проплыть особо не дают. Так, тут, собственно, мы нашли... Вот туда можем проплыть. А там уже вроде как... Вот эта беседка. Так, хорошо, плывем дальше. Так. Это мы сейчас обогнули. Так, прибрежные руины Валериевса. Что-то там затоплен вход в эти прибрежные руины после землетрясения. Интересно. То есть, я так полагаю, уровень даже может быть основан на каких-то реальных мальтовских достопримечательностях. Так, осматриваем. Кстати, я, в принципе, ничего не сказал по поводу внешнего вида Лары. Ничего, так у нее отпускной нарядик. Более длинные шорты и футболка, и рюкзачок стилизованный, такой под более городской как бы вариант, туристический. Так, похоже, пошли у нас первые ловушечки. Нет. Так. Рычаг. Пробежались, отлично. Какую-то мы решетку там открыли, но пока непонятно какую, с какой стороны. Где-то с обратной стороны, то есть это надо, наверное, остров обходить, как-то, видимо, уже идти в сторону, вглубь острова, наверное. Вообще, кстати, вот эта вот тематика, вот, ну, с отличительными знаками Великобритании, вроде, насколько я помню, в оригинальных играх Лара не особо была замечена в патриотизме. Не шибко там ни с флагами, ни с какими она там и прочими этими не бегала. А здесь она почему-то Сабату решал. Сабату, может быть, сам, кстати, англичанин. Это надо будет это посмотреть. Может быть, он сам из Англии, поэтому он таким образом через Лару сам решил немножечко патриотизма добавить. Так. Тут у нас какая-то... Так, отдыхающие, товарищи отдыхающие. Ага, нормально. Выглядит немного комично, их статичность немножко даже пугает. Забавно. А, солнце там, ну все логично, то есть лежат, загорают, все хорошо. Пальма.
Так, тут у нас какое-то есть, я так полагаю, ответвление, бухточка. Так, ладно. Занырнем и здесь. Так, ну это получается возврат уже туда. А мы немножечко с самой бухточки поплаваем. И тут как бы возврат туда. Мы там особо не плавали, но... Давайте проплывем вот как-нибудь так. Потом вокруг, и у нас как бы будет, получается, полный... А вот островочек какой-то есть, давайте сюда сплаваем. Вдруг тут есть что-нибудь интересное. Ну, судя по наклону, мы тут вряд ли что-то сможем на него... Хотя, может быть, с другой стороны. Сейчас осмотрим. Так, там мы заныривали. А здесь у нас уже все. Нам мешает этот, как его называется, оно, течение. Хорошо, значит, здесь нам без вариантов. Вот еще, кстати, ну это тоже тут сюда залезать бессмысленно. Все, тогда плывем в бухточку. Сейчас посмотрим здесь. Это вот на высоте там какое-то, получается, беседка, или как это правильно будет назвать. Руины такие в гору встроены. Рыбок сколько Сабату нам тут добавил. Так, там что-то, кстати, сейчас вот на уступчике слева лежит. Надо... Как-нибудь сюда можно? Во, отлично. Что там такое? А, монетки опять. Так, ладно. Так. Продолжаем проплывы. Ничего тут нет. А, вот какой-то еще одна расщелина получается, да? Так, стоять там что-то далеко все плыть приходится. Может быть, это путь к той решетке, которую мы открыли вот сейчас, вот недавно в другой расщелине. Так, поплыли. Так, мы тут... Что там так... Ага, какой-то ключик. Что это такое? Гaius Dominus Domitius Ruinskei. Гaius Domitius. То есть какое-то... Какие-то будут еще руины, где надо будет открыть какую-то дверь. Хорошо. Хорошо, что мы сюда сплавали. Так, и тут у нас ничего больше интересного нет. Только вот эта решетка сверху, которая, видимо, из глубины острова куда-то сюда ведет. Так, ну в ту беседку наверху, видимо, надо попадать откуда-то еще, потому что здесь особо даже вылезти некуда. То есть вот только этот уступ, где мы монетки брали, а все остальное обрывы, скалы. Сейчас еще раз оценим. Ну, как бы да, здесь вообще получается такое место... Так. И мы, получается, здесь просто возвращаемся на наш начальный... Кстати, надо сохраниться, а то мы там что-то взяли. Так, вот к этим руинам тоже где-то из центра острова, получается, ведет, видимо, какая-то дорожка, тропинка. Сильные течения. Так, ну что, у нас вроде как бы получается, что... Вот это куда-то наверх, видимо, идет на эту тропинку, но мы тогда пока пойдем вот сюда... Вот по этому мостику, да? А это уже подъем, и, видимо, в более высокую часть острова ведет. Но мы пока сюда не пойдем. Ой, тут у нас какая-то, кстати, пещерка. Так, ладно, сейчас разберемся. Так. Ну, тут у нас как-то
Так, ладно. Сходим сначала вот сюда. Потом в ту пещерку надо не забыть. Так, а тут у нас идет... Собственно, вот так еще одна пещерка. Блин, что-то очень много путей. Так, вот это что такое? Это какие-то руины очередные. О, руины Гавиуса Домитиуса. Самые большие руины в Мальте. Ох ты ж, ё-моё. 4 ключа надо, 4 замка. Зашибись. Так. Стелла какая-то такая одинокая. Тут, где деревья растут, можно туда залезть? Нет, она как-то слишком крутая для этого. А вот залезть вот на этот уступчик высоко, хорошо. Ой, ой-ой-ой, осторожно. А мы там, кстати, были или нет? Так, это мы сейчас туда должны обязательно сходить, да? Так, и там еще где-то была пещерка, да? Давай сначала-то вот тогда сюда вот сходим. Вот. То, что мы сейчас сверху тут увидели. Coastal Ruins of Valerius. Так, back entrance. Так, задний ход на прибрежные руины. А те тоже были валериусовские руины? Или там какие-то другие были? Которые мы в самом начале нашли. Так, что у нас здесь? Очередной секрет. Ну, пока эти что-то тут находятся, какие-то монетки. Но я сильно сомневаюсь. 20 секретов. Я думаю, что шанс того, что мы найдем все, ну, примерно стремится к нулю. Слишком уж тут большой, как бы, такая территория на уровне получается. Так, тут что у нас? Так, это там, где мы как раз... Ой. Так, это получается у нас второй ключ от этих... ну что, еще 2 ключа и все, что ли? Ну, правда, там территория острова еще исследовать и исследовать, а... Значит, эти руины, видимо, не единственная локация, куда Ларе предстоит сгонять. Даже если мы найдем все 4 ключа, это, походу, будет еще не все. Так, у нас еще надо не забыть вот... Так, вот здесь мы, собственно, уже... Все, что ли, да? Потому что здесь у нас что? Это вот такой закуточек, который нам показал, где это. Тут у нас эти руины, тут у нас там тупик. Получается, что да. Направо мы можем пойти от этих руин? Или там, по-моему, тоже тупик? Да, там тоже тупик. Ну, тогда все. Тогда у нас остается вот тот путь. Во-первых, надо сейчас чуть-чуть вернемся назад. По-моему, если с этой стороны смотреть, слева были какие-то еще такая пещерка с руинами. Туда сейчас сходим. А вообще... Вот она, да? Сейчас я... Сюда, да? Так, идем сейчас сюда. Тогда вот тот мостик наверху, который как бы наверх острова. Еще одна монетка. Не, ну если в принципе они настолько не особо сильно припрятаны, то, наверное, какую-то часть мы, конечно, найдем. Хотя бы половину от всех этих монеток секретных. Так, ладно, идем, значит, дальше исследовать этот остров уже, я так полагаю, это вот куда-то наверх на основную его часть, которую нам камера показывала. Так, ну-ка. Если мы вот сюда сейчас сразу повернем, тут какая-то интересная тропинка. Она, наверное, ведет вот, да, к этой беседке руиноподобной, которая на скале. Coastal Temple Overlook. Нет записей об этом храме. Хорошо, нет записей. Сейчас мы в лице Ларки запишем. Это как
получается, точка обзора, что ли, тогда? Просто красивая достопримечательность. Маяк. Интересно, на маяк дадут подняться? Ну, как минимум, уже можно выделить, что уровень очень красивый. О, монетка. Значит, не просто так мы сходили сюда уже. Так, отлично. Уже более-менее в голове начинает вырисовываться структура уровня. У нас там теперь, судя по тому, что камера показывала, какие-то здания еще есть. О, а вот это я помню. Это мы там из-под воды вот здесь выныривали, и здесь как бы получалась вот эта решетка. Хорошо. Так, все, мы вот здесь, значит, получается, поднимаемся. Тут вроде как ничего. И дальше идем уже по высокому бережку. Так, тут у нас что такое? Та беседочка наверху. Тут у нас NPC. А поговорить можно? Нет. О, монетка. Но столик прикольный, тоже на вершине какой-то такой полуразрушенной башни. Так, опять халва. Халва, кстати, что такое? Это секрет какой-то тоже или это замена аптечки? Что у нас по халве получается? Халва 3, этих 7. Если судить по секретам, мы уже чуть ли не полуровня практически прошли. Там, походу, Вернер стоит, судя по шляпе знакомой. Ну-ка, давайте к нему подойдем, поговорим. Что он хочет, если он, конечно... Зараза, Вернер, вот чем я занимаюсь вместо того, чтобы отдыхать? Завтрак какой-то тебе добыть, совсем обалдел. Как там Лара пошутила, что... Так. В Анкорват его обратно отправить. Ха. Никаких тут монеток не припрятал сзади, а? Зараза. Вот нам же не зря здесь такой спуск сделали. О, монетки. Я же говорю, припрятал. Что-то там еще мерцало или нет? Показалось, да? Вернер, ну ты же не больше одной монетки здесь припрятал, да? Хорошо. А то прям это... Так. С Вернером, значит, все. И... А куда нам тогда идти? Так, ну-ка, еще раз посмотрим вот в эту зону. Там, ну там, получается... Интересно. То есть, какая-то есть задняя часть вот у этого. Вот если мы вот туда посмотрим, можно запрыгнуть вот это, где дерево, да? А мы туда, интересно, сможем как-нибудь попасть? Там мы на уступ запрыгивали. Так, сейчас. Или мы на уступ не здесь запрыгивали? Вот здесь, что ли? А если вот тут вот слева? Блин. Да, тут вечно полный соскольз. А здесь? Ну, здесь тоже высоковато, и она соскользнет. Ну-ка, тут. То же самое. Да.
Тут прям, возможно, там есть какой-то секрет, но пока непонятно, как до него добраться. Потому что тут куда ни плюнь, Лара со Скаль. Ну, пойдемте пока вот по этой тропинке, как пока идется. Там, может быть, сейчас разберемся. Может быть, либо справа где-нибудь будет подходящий. Либо, может быть, слева тут что-нибудь подвернется, какой-нибудь более пологий уступ. И мы так аккуратненько все это дело тут тогда запрыгнем на нее. Так, направо или налево? Дорожка такая полуразбитая. Ой, так, что там нам показывали? Ну, пойдемте направо, что ли. Там какое-то здание вроде было. Тут какой-то забор. Опять же, какое-то там колонны древние. О, какой-то... Вот какие-то здания. Вот вроде их нам показывать. Так, а тут что такое? С черепком. Тоннель. Типа нефиг нам там делать, да? Ну ладно. Ну ладно. Тогда пойдемте вот сюда. Какая-то деревня, что ли? Ух ты, фонтанчик, прикольно. Марсакс-Лок. А, деревня рыбаков историческая. Интересно. Камера нам предлагает посмотреть... А, это какой-то магазин, где пончики этому надо Вернеру купить. Ну, пойдемте. Высоко, конечно. Я и не сомневался. Так. Что случилось? Это... Что это такое? Какой-то дом, который рядом с этим городком находится какая-то усадьба. Так, хорошо. И что дальше? Four keys are needed down there. Naturally, at least this holiday isn't entirely dull. He's also thrust a widow's villa key at me. Apparently she held one of them. And the water controls. Misplaced in the park. Beneath Miss Rosie's ever-charming smoking chimney. Ни хрена себе. Начинается супер история. Короче, этот дядька, владелец магазина, уронил свой ключ от хранилища пончиков через какую-то решетку. И чтобы туда проникнуть, как раз нужно открыть 4 ключами вот те древние руины. Ну, зашибись. Плюс ко всему, он там еще какой-то там... С какой-то ведьмой там тоже ключик какой-то отдал. И зря он это сделал, потому что она его не вернула. Что-то в этом роде. Я не успевал толком вчитываться. Ну ладно, сейчас будем разбираться. Значит, про этот... Про Water Key там что-то было, про Water Control или что-то в этом роде. Так, здесь у нас фонтан, да? Занырнем. Так, может тут что-нибудь... Монетки, вот по идее в фонтане надо монетки прятать, то это классика жанра, да? О, решетка, решетка. Так, ручка. Интересно, так мы можем открыть? И под водой решетки же Лара умеет открывать? Умеет. Так, тут у нас что-то... просто тупо все затоплено и ничего интересного. Ну, окей. Может, осушить надо? Вон там что-то... Двигать можно? Нет. Запрыгнуть можно. Так, тут труба какая-то. Какой ключ он дал? Ну-ка, дай-ка посмотрим. Это ключ от ворот виллы. Это не похоже на вот этот вот ключ.
Что-то он там про water control такое втирал, что я вообще не особо въехал, честно говоря. Что-то там надо с водой сделать, короче. Может, как раз фонтан этот выключить? А деревня по факту, кстати, получается небольшая, потому что здесь, походу, куда ни плюнь, везде тупик. Ладно, сейчас вот этот еще, вот эту вот зону вторую осмотрим. Тут, наверное, тоже тупик, и тогда... И тогда что? Тогда, наверное, придется сейчас идти искать ту эту зону с особняком, с усадьбой. Трава, деревья. А это что такое? Какая-то продавщица. Что-то, кстати, про курящего там вот что-то было. Когда он про какую-то ведьму рассказывал. Говорит, типа, много курит. И чё? И чё? Сигару фигачит, вообще молодец. Так, что там такое? Монетки? Так, нет, не монетки. Ключ. А, water control key. Так, хорошо. Это... Может, это как раз от той дверки, что рядом с фонтаном? Ну-ка. Да, походу. Идем, идем. Так, тут у нас просто... Отлично. Что-то произошло. Сейчас пойдем смотреть, что. Ого. Фонтан капут. Интересно, если бы мы сразу эту решетку не открыли, потом ее можно было открыть? Или пришлось бы опять перезаполнять фонтан? Интересно, это Сабату предусмотрел? Как-то с водичкой все смотрелось гораздо интереснее. А то тут ржавое стало. А свечей у нас нет. Ну, в принципе... А, вот. Понятно теперь замысел. Теперь у нас получается тут... вот тот ящик плавал вверху, как легкий. И он закрывал нам пролаз вот сюда. Окей. Теперь нам тут есть проход. И мы можем... Мы можем... Что-то можем, да? Может, я зря так сразу лихо... Как интересно, ниша какая-то. А здесь? Ну-ка. А что открылось? Ай-яй-яй. Так, а ну-ка на отдельный сейф тогда, потому что я не уверен, что сейчас нам тут это... А, на краешке мы можем стоять, да? Здоровье не тратится? Что открылось-то, интересно? Ах ты ж твою мать! Дал время. Вот этого я от такой подставы не ожидал. А уровень-то оказывается хоть и мирный, но не так прост. Давай, Лара, быстрей. Лара, давай. Сейчас закроется. Есть, успели. Так, хорошо. Так. Опачки. Мне это не нравится. Сабату надо было немножко его повыше расположить, тогда бы он был незаметен и... Как бы... Так, он уже за нами, я так полагаю, катится, да?
А, он вообще в эту нишу попал. В принципе, мы могли его переждать и в одной из тех вот ниш слева. То есть, ну, так как-то детская ловушка. То есть у нас уже такие шары там на нас выкатывались раньше, что здесь прям... Ну... То это уж прям совсем. И перепрыгнуть теперь как раз такая зона получилась интересная. Так, тут у нас водичка, а тут у нас бережочек такой. Тоннельчик, так. С маленьким, с маленькой лужей такой. Ну, окей. О, как интересно. А мы находили это место наверху, где оно находится? Или это... А, мы сейчас туда вылезем даже? О, как хорошо. Как раз, получается, вылезем в какой-то новой зоне, куда, может быть, как-то по-другому попасть нельзя, иначе вся эта штука теряет смысл. Так, какие-то руины, да? Сейчас давайте осмотримся немножечко тут вот. Потому что тут, мне кажется... Так, тут у нас что такое? Так. Сюда, значит, пока не идем. Потому что там явно подразумевается какое-то интересное логическое продолжение. Осмотрим пока вот эту зону. Все! Мы оказались в зоне О, тут, кстати, халва, что ли, лежит. Мы оказались в этой зоне, вот как мы сейчас по дороге проходили вдоль забора. И мы теперь, получается, благодаря вот через тот фонтан вылезли вот в эту зону за этим заборчиком. И тут, походу, у нас ничего нет, кроме пары пачек этих... А, это монетки, это не пачка халвы. Все, теперь это прям шикарно смысл обретает. И мы спокойненько тогда по тропинке сейчас идем дальше и смотрим замысел Сабату, что он нам тут дальше интересного приготовил. А приготовил он у нас, походу, интересный платформинг. Это у нас где-то тут, где мы там внизу лазили. Да, вот там я брал монетки, помню. А здесь, получается... Сейчас будем прикольно прыгать по вот этим уступчикам и куда-то придем. У меня есть даже такое подозрение, что я примерно представляю, куда. Так, а дальше куда? Вот по тем нижним, что ли, дальше получается, да? Так, ну, наверное, потому что по-другому здесь следы, кстати, от ножек остается. Так, вот эти три мы легко преодолели за один присест, но они достаточно близко располагались друг к другу, и с разгоном тут все было удачно. А вот дальше... Кстати, стоп! Что там такое? А как туда попасть? А есть бинокль, нет? Нет бинокля. Я вижу... То ли это монетки, то ли еще что-то. Вот там такая расщелина классная. Но как туда попасть? Так, стоп, давайте смотреть. Мы прыгали тут. Но по другой стороне пропрыгов вроде не было. А чтобы попасть туда... Это... Может, вообще туда, с другой стороны туда вход? Интересно. Ну, как туда попасть, пока непонятно. Ладно, давайте пока прыгать там, где прыгается. Потому что вот на эту правую часть острова пока непонятно. Ладно, хорошо. Будем иметь в виду, что там лежат монетки. Скорее всего, монетки, судя по внешнему виду. Так, вообще выглядит, конечно, опасненько. Да нет, нормально. Так, а там у нас просто узкая расщелина, не подразумевающая. А вот здесь, кстати, нам, скорее всего, пригодится шагопрыг. Или нет, не знаю, может быть и без шагопрыга.
Нет, шагопрыг все-таки нужен. Ах ты ж, чуть не это. Блин, вовремя схватился. Так, это какой, третий, что ли, уже, да? Сколько у нас этих? 3, да? И остается 4, но у нас еще есть ключ к этой, к особнячку. А дальше-то что делать? Нырять просто? Ну, давайте нырнем. И пойдем. Теперь получается... Мы по дороге по той свернули направо к этому, к мужику. Тогда мы сейчас, получается, возвращаемся обратно на ту развилку, идем налево. Ну и по логике вещей, наверное, она должна будет привести нас сейчас к тому особняку, про который вот это вот он ключ-то дал. Где он там что-то уронил. И будем тогда разбираться. Вообще, конечно, с мужиком бы я бы еще пошел разобрался и спросил бы с него, какого хрена у него пончики в отдельном хранилище лежат. Это вообще, конечно, комично. Но если вообще так уж капитально разбираться, надо вообще идти сначала разбираться с Вернетом, и какого хера Лара у него вообще прислуживает и завтрак ему подает, особенно если учитывать их взаимоотношения. Ну ладно, не будем придираться к лору. Уровень, можно сказать, немножечко юмористический. Вообще, получается, чем-то даже такими вайбами отдает одновременно и Ирландии, потому что там Лара тоже без оружия путешествовала. Но там, правда, такая хоррор-составляющая была, что постоянно были какие-то враги, от которых приходилось как бы убегать. Это постоянно такая тревога, постоянное чувство опасности. А здесь такого как бы чувства опасности нет, но загадочки и разветвленности, вот это вот, она даже отдает такими вайбами Александрии 4 части, я бы сказал так. Так вот. Солнечная вилла заброшена пару лет назад после смерти хозяина. Интересно. Что-то мне аж показалось, что это монстры лапы тянут. Ну ладно, показалось. Ну, заброшенная, она, кстати, не выглядит. Достаточно все тут ухожено. Как будто бы даже деревья подстриженные, не знаю. Может быть, пока, типа, ее там, я не знаю, с аукциона не пустили, или пока там в наследство не вступили, кто-то все-таки за ней ухаживает. О, уточки, а покормить дадут? Вот это, да, вот пруд, конечно, заросший, но в целом, по саду она, ну, не выглядит как какая-то капитальная заброшка. Тропинка в никуда. Озеро. С монетками. То есть, возможно, здесь какие-то отдельные места, они как бы заброшены действительно, но в целом там горшки с цветами, подстриженные кусты, туи, как бы они не выглядят какими-то такими особо заброшенными. Вот тут, да, поросло все. Пруд позеленевший сутками был, а в целом, ну не знаю. Досками вот заколочено, ну да. Это, наверное, можно считать, как бы это... Какой-то все-таки минимальный уход, наверное, есть. Потому что иначе бы здесь совсем была грустная история. Мне кажется, такие большие особняки, если они реально заброшены, они очень быстро приходят в упадок, если за ними нет должного ухода. Должный уход тут капитальный нужен за таким имуществом.
Тут даже вот, кстати, встает вопрос о том, что вот, допустим, в том же особняке Лары они бы вдвоем с Винсеном не справились бы, потому что там нужна целая банда прислуги, чтобы такое поместье большое, как у Лары, содержать. Так, тут аналог лабиринта Лары, да? Даже камеру, кстати, подстроили, чтобы удобнее было перемещаться. Прикольно. Сейчас уже голова нахрен закружится. Вот с камерой Сабату прикольно придумал с этим лабиринтом. Ух ты. А как это я так прошел? Так. О, что это такое? Халва, да? И это все ради чего мы сюда, собственно, зашли, что ли? Ну, вот опять же, вот этот вот лабиринт, он не выглядит заброшенным. Мне кажется, тут бы гораздо бы все сильнее заросло, если бы он был реально заброшенным. Так, лабиринт. Мы сейчас фактически его по кругу, что ли, обошли, получается, да? Ну, вот тут поросло, да. Такая частично заброшенная, получается, такая территория. Хрен его знает. Так, но это нас не приблизило к тому, что, собственно, нам тут дальше делать. И надо где-то, видимо, вход в это поместье найти. Это окно. Нас сюда, наверное, не пустят, да? Ну, конечно. И выбить его мы не можем, потому что у нас оружия нет. На Мальту, видимо, Лару с двойными пистолетами не пустили. Ну, хорошо. А если... Ну, тут заколочено, понятное дело. Так, надо найти альтернативный вход. Какой-то вот в этот... ну, вот в это вот. Вот в это вот все. Может, через балкон? О, кстати, ну-ка, погоди-ка. Ну, конечно, лианы. Как я сразу не заметил. Они так полубоком, видимо, располагались, что их не видно было. Но ничего, значит, мы сейчас это дело все. Так, тут у нас пустой балкон. С возможностью дальнейшего пропрыга. Так, вот на эту непонятную колонну. И здесь у нас получается окошечко, да? Угу. Цветы в горшках стоят. Вот внутри вообще не выглядит как заброшено. Ух ты. А прикольно. Чем-то, ну, внутренняя структура, планировка, точнее, она похожа на особняк Лары. Видимо, Сабату и вдохновлялся, собственно, особняком Лары, да? Когда вот эти вот балконы, лестница такая разведенная по двум частям. Вот сейчас мы спустимся, здесь посмотрим. Здесь как бы окна, центральный вход. Ну, почти, скажем так. Есть отличия, но в целом проход дальше и по бокам лестницы, это, в принципе, похоже на особняк Лары. И здесь тоже структура комнат примерно похожая. Так, а здесь у нас... Ох ты! Библиотека с книжкой выдвижной. Где? Ага, прям тут? Темно. Ни хрена не видно.
А как? Прям так? А, ну да, по кирпичам. Так, ящички. Опять вверх какой-то. А тут, походу, можно наверх. Так, ну сейчас мы сначала все осмотрим. Потому что у меня тут большая надежда, что мы здесь, по идее, должны найти недостающий ключ, собственно. Ого, так. Это что такое? Половина секретов мы ровно нашли. Так, это у нас табличка со святой эпитафией. Применять ее Лара или читать не хочет. Так, тут у нас, по идее, должен быть обалденный вид. Ну, кстати, да. Вот там как бы деревня. Там у нас, получается, развалина какая-то. Прям перед входом. Кстати, а мы туда сможем сходить, интересно, вот эту развалину посмотреть? Может, там что-то есть из секретного? Или мы там были? И вид на весь уровень. Маяк. Вот там, кстати, какие-то развалины есть, но непонятно, туда вообще можно пройти, потому что пути туда я как бы особо не видел. Не, ну красиво, прям реально Греции такой отдает, такой греческий классный жаркий сеттинг южный, прям приятно отпускной, мне прям нравится. Еще такой так в целом уровень не напряжный. Я тут, конечно, охеренно вот это сейчас так сделал. А дальше-то чё? Я просто подумал, ну там выломана решетка, значит надо туда, да? Блин. А. Вот теперь мы можем, наверное, аккуратненько вот тут вот спрыгнуть, да? Ну, не без этого, не без урона. Так, что делать с этой дурацкой... Кстати, а вот сюда мы ходили? А, здесь, собственно, было в никуда и плюс озеро. А вот еще у нас есть какой-то часовня или что это такое. Давайте вот сюда. Какая-то подозрительная статуя. Может, ее двигать можно? А, что, эпитафию сюда надо поставить? Ага, интересно. О, как. Ну, спасибо. Там шипы, да? Да нет. А, и лестницу нам предусмотрели для возврата. Ого. В целом выглядит как поле для боя с небольшим боссом, но у нас нет оружия, поэтому... Просто подземелье, какой-то такой маленький склеп. А, и ключ, походу, да. Все, походу у меня теперь 4 ключа, да? Так, ну тогда что? Тогда нам нужно теперь вернуться опять к той развилке, пойти... Или не к развилке, а вообще чуть ли не в начало локации, потому что, по-моему, вот эти вот руины, они были еще до этой развилки в нижней как бы части острова, на берегу, на первой береговой линии.
Отлично. Так, ну чё, бегом, бегом. К главным руинам этого острова. Ну нет, туда не похоже, что можно пройти, потому что все с очень такими злобными, крутыми скатами. Наверное, это просто декорации, я думаю. По идее, нам вот сюда. Потому что вот те руины были внизу. Так, вот они. Отлично. Значит, нам надо спуститься. Вернер, ну придется пока еще свои пончики подождать. Ключ мы пока не нашли, так что сиди, жди. И это... Так, это значит нам надо вот это обойти вот тут. Надо было по мосту пройти, а то я тут так срезал неудачно и замедлился из-за этого. Так. Так, погодите-ка. Ну тут мы были, по-моему. Так, отлично. И сейчас на новый сейф и идем исследовать вот эти вот, собственно, главную гробницу, получается, уровня. Ну, не гробницу, храм. Темно, ничего нет, разбитые кувшины. Тут у нас что? Тут у нас... то есть доступно такое движение из дополнительных скриптов. Окей. Так, хорошо. Тут у нас ничего. Тут у нас, видимо, придется поплавать, да? Ни хрена себе тоннельчик ромбовидный. И тут мы выплываем к какой-то подводной пещере. И что-то там вот такое у нас происходит. Ага. Так, еще одна комната. Так, ну-ка, ну-ка.
А, вот решетка. Так, это у нас что такое? Это Bakery Storage Key, да. Это, собственно, ключ от хранилища того мужика из магазина. Так, тут у нас что? О, ну-ка, темный проход. Давайте сначала в темный, потом в светлый. Так, ну это монетки, понятно. Так, а с ключом, интересно, нужно этому владельцу магазина, наверное, его отнести? Или Вернеру? Не, надо владельцу магазина. Так, тут что-то закрыто. А, тут надо куб отодвинуть просто. Окей. О, как. Интересно. А, и мы прям вообще в этот, получается, в городочек вернулись, да? Чё, к мужику ведем, да? Кстати, давайте сначала, знаете, что попробуем? Обратно фонтан запустить получится или нет? То есть предусмотрел Сабату, что я сразу вот эту решетку не поднял или нет? Ха. Хрен. Не, может, конечно, эту решетку можно было открыть и будучи в осушенном состоянии. По идее, Лара может люки поднимать и на сухую. Ну, хрен его знает. Werner's breakfast secured. Perhaps next time I'll serve it in Angkor Wat. Лара опять шутит про Ангкор-Ват. Походу, это все, конец уровня. То есть мы добыли ключ, и все, Вернер у нас получит свои пончики, или что он там хотел. Да, уровень действительно оказался небольшой, но очень приятный и красивый такой, на расслабоне, я бы сказал. Он не перегружает как бы сложностью, но достаточно приятно. Эстетически прям глаз радует по высшей категории. Мне очень понравился. В плане такой вот передышки, как бы человый такой уровень идеально подходит. На часик, я думаю, там. Или, может быть, на полтора, не знаю, сколько мы в него только в итоге проиграли. Ну что, в принципе, походу с выбором я не прогадал. Это действительно такой получился маленький уровень на расслабоне, как я и хотел, с учетом как бы сейчас моего перегруза по работе и нехватки времени. Надеюсь, он также порадует вас эстетически, как, собственно, меня. Что еще можно сказать? В общем-то, по уровню даже добавить не особо больше нечего. Он действительно оказался именно тем, чем, собственно, я ожидал. Хотя поначалу даже испугал своей масштабностью, когда камера показывала его масштабы, он казался большим, а на деле оказался достаточно компактным. Это приятно. Вайбы отличные. Отпуск, лето, жара. Как бы... замечательно. Вот бы еще бы с реальным отпуском это как-то все это совпало, было бы вообще идеально. Что еще, значит? Ну, пока я там занят на работе и совместным клипом, попробую что-нибудь коротенькое в плане аудиокниг еще, кстати, сделать по поводу контента для канала. Небольшой короткий рассказ от подписчика тоже будет, такой триллерного подтипа. Он будет совсем коротенький, ну, уж на что пока сейчас время есть. А там уже, думаю, как с мепом закончим, с клипом, там уже
войду в нормальную колею и буду пилить контент на канал, как и раньше. Поэтому как-то так, друзья, на этом все. Буду с вами прощаться. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Подписывайтесь на канал, ВК, Телегу там и другие соцсети, там по ссылочкам все найдете. Как-то так, друзья. Хорошего вам лета, приятного отдыха, кто на отдыхе, и не напряжной работе, кто на работе. Как-то так, друзья. До новых встреч. Всем пока.